Друзья мои, всем привет! Я сегодня иду в Тафель и хочу немножко рассказать, потому что поступают вопросы по поводу Тафеля, как именно он работает в нашем городе. И я вам сейчас отвечу на ваши вопросы, а потом я покажу, что я взяла в Тафеле. Меня зовут Наталья, вы на моем канале, где я рассказываю о том, как мы с мамой приехали в Германию, как мы здесь живем, адаптируемся, интегрируемся и все о нашей жизни. Оставайтесь со мной. Мой город называется Эртинг. Это пригород Мюнхена, самое сердце Баварии. И живу я в самом центре этого города, в общежитии для беженцев в Хайме. И поэтому я получаю Тафель. Вернее, не только поэтому, а потому что я нахожусь на социальном обеспечении. Сейчас я не работаю, сейчас я учусь. Тафель – это вид социальной помощи малообеспеченным людям. Не только беженцам, но и гражданам Германии, пенсионерам, многодетным. В общем, те, кто нуждается в социальной какой-то помощи. Это помощь не денежная, это помощь продуктами или какими-то вещами. То есть и продуктами, и вещами. Сегодня я иду получать продукты. Как часто получают Тафель в нашем городе? Раньше, это больше 2 лет назад, Тафель давали каждую неделю по средам с 7:30 утра до 12 часов дня. Когда началась война на Украине и беженцев значительно увеличилось число беженцев, Тафель стали выдавать 2 раза в месяц, то есть 1 раз в 2 недели, также по средам. Людей разделили на 2 группы, выдали им бейджи с определенными цветами, и там, где четко указано, в какое время какая группа приходит. В моей группе и в каждой группе люди еще поделены на 4 группы по определенным цветам. Каждому присваивается определенный цвет, где четко указано, в каком месяце, в какое время мы получаем Тафель. Это очень удобно, потому что очереди, конечно, есть, но они не такие большие, когда люди приходят конкретно к определенному времени. Сколько стоит Тафель в моем городе? Я знаю, что в разных городах это действует по-разному. В некоторых городах на каждом продукте пишется цена, которая гораздо ниже, чем в магазине. Но в моем городе мы платим 1 евро, символическую цену при входе. Это символическая плата, то есть можно сказать, это продукты нам достаются бесплатно. Люди, которые работают в Тафеле, это волонтеры. Они работают бесплатно. Работа это довольно тяжелая, хотя там работают в основном пожилые люди, наверное, пенсионеры. И да, работа тяжелая, потому что им приходится поднимать большие ящики с продуктами, и это очень работа активна, то есть людей много, наплыв большой. Даже видно, что им очень тяжело. То есть работают очень тяжелые, они выполняют ее совершенно бесплатно. Выбираем ли мы продукты, которые нам хочется, или мы берем то, что нам дает? Когда мы подходим к определенному прилавку, скажем так, там уже приготовлены в таких ящиках набор продуктов. В каждом отделе есть, допустим, отдел овощей, отдел фруктов, отдел хлеба, в общем, отдел молочной продукции. Там уже приготовлено для нас. Но всегда можно спросить, если конкретно мне что-то вот нужно, да, я могу спросить, если у них есть, они мне это дадут. Вот, если нет, ну, то, конечно, нет. Это же не магазин, где есть все. То есть, что есть на данный момент в наличии. И если этого нет в твоей корзине, ты смотришь и спрашиваешь, есть ли у вас, допустим, шампиньоны или там огурцы. И они, если у них есть, они дают, добавляют тебе, не взамен чего-то вынимают, что-то добавляют. Нет, они это добавляют еще в твою корзину.
Вот. Конечно, если ты что-то вообще не ешь, то ты можешь это выложить, чтобы это взял другой человек. Но в основном люди берут все, потому что нужно быстро все сложить. Лично я потом могу это отдать соседям, так как я живу, как я говорила, в Хайме, в общежитии для беженцев. Соседей много, такие же беженцы, поэтому много детей, поэтому есть кому отдать всегда. И с удовольствием люди возьмут то, что не ем конкретно я. В какое время работает тафель? До обеда или после обеда? Наш тафель в нашем городе работает с 7:30 утра до 12 часов дня. Вернее, до без 15, 12 часов дня. Последняя группа заходит в 11 часов. И вот за 45 минут вот эти все люди проходят. То есть это все очень быстро. Всегда бывают цветы, всегда бывает какая-то зелень в горшочках. Всегда бывает молочная продукция, иногда бывают яйца, не очень часто. В общем, я сейчас вам покажу, что я взяла сегодня. Посмотрим, что же сегодня мне дали в тафеле. Всего дали 4 сумки, 1 большой рюкзак и 3 сумки. Начну по порядку, как лежит в сумках. Шпинат, биошпинат, мангольд. Еще мангольд, очень много овощей. Ну, овощи я люблю, поэтому овощей много не бывает. Овощей и салатов много не бывает, это точно. Вот еще мангольд. И еще. И еще, но это уже пак-чой. Это капуста пак-чой. Три прекрасных, свежайших, очень прекрасных салата. 3 головки. Вот еще здесь шпината упаковка одна, биошпинат. Даже 2 упаковки еще биошпината. Всего 3 получается. Вот 3 головки прекраснейшего салата. Сразу буду ставить в холодильник, на столе нет места. Смотрим дальше. Шампиньоны коричневые. 1. Шампиньоны 2. Шампиньоны 3. Шампиньоны 4. Шампиньоны 5. В одной упаковочке 250 грамм шампиньоны. Коричневые, прекрасные. В прекрасном, в идеальном состоянии. Коричневые шампиньоны. Вот такой уже порезанный салат. Здесь разные разные виды салатов есть. Вот он разноцветный, и оранжевенький, там и свекла я вижу, и морковка, и листья салата разнообразные. Таких вот 2 упаковки. Они уже помыты, порезаны, то есть уже готовы к употреблению сразу же. Моя сумка закончилась, я это убираю. Дальше пучок зеленого лука. В довольно нормальном состоянии, перышки чуть-чуть подрезать, но он прекрасный. Вот еще одна потерялась луковичка. Вот лук репчатый. Вот такая вот редька. Тоже очень люблю редьку. Паприка. Паприка зеленая, паприка красная. Болгарский перец. И вот такой вот перец. Он тоже не горький. Ну, просто другая разновидность. Вот такой перчик тоже. Теперь идут фрукты. Это виноград, 500 грамм. В идеальном, абсолютно идеальном состоянии. Абсолютно идеальное состояние. Дальше бананы.
Тоже в этот раз они даже не коричневые. Хотя я коричневые люблю прекрасно, но в этот раз они даже вот такие очень большие, огромнейшие. Апельсин вот такой и апельсин вот такой. И еще 3 апельсина. В общем, апельсины. И еще апельсины. Дальше яблоки. Красные, зеленые, разноцветные, киви. Еще зеленое яблочко, дыня в прекрасном, идеальном состоянии. Вообще идеальная дынька. Долька арбуза, тоже в прекрасном состоянии. Долька арбуза. Ой, как пахнет! Аромат потрясающий. Так, суп. В прошлый раз был картофельный. Этот суп равиоли болоньезе. Равиоли болоньезе. Это на запас. Это я маме отвожу. И там запас. Ну, на всякий случай. Пусть будет. Это рис. Это, насколько я помню, круглозернистый рис в пакетиках. Да, вот прямо в пакетиках их и варить. Прямо же в этом пакетике опускать воду и варить. Это не круглозернистый, это длиннозернистый. Но в любом случае он хороший. Еще один киви. Панировочные сухари. Ну, так-то я не использую для себя, но в принципе, если что-то буду готовить и нужны будут панировочные сухари, вот, пожалуйста, есть. Зубные щетки разноцветные, 4 штучки. Прекрасно. Всегда нужны. Почему нет? Вот такой чай ягодный. Тоже иногда хочется, иногда пьем, с удовольствием пьем. Просто прекрасно. Упаковка изюма 250 грамм. В прошлый раз тоже давали изюм. Он прекрасный, сладкий, без косточек. Очень хороший изюм. Вот еще 250 грамм изюма. Теперь хлеб. Я брала вот такие замель, вот такие булочки с присыпкой, посыпанные семенами разнообразными. И вот такие вот с тыквенными семенами. Вот такие. И вот такая вот булочка. И такая вот что-то типа пасочки, но я знаю, что это по-немецки по-другому как-то называется. Нужно посмотреть в интернете, как это называется. Кто знает, пишите. Вот такой вот хлебец. Он тоже посыпан овсяными хлопьями. Очень ароматный. Пахнет дрожжевым таким вот домашним хлебом. Ой, какая прелесть. Дрожжевым, в смысле на закваске. Вот знаете, как бабушка делала в детстве на закваске. Просто прелесть. И вот такие сладенькие печенюшки. Вот такая прелесть. Так, дальше. Вот такой йогурт. Он без сахара. Это веганский. Я иногда даже покупаю себе такой, потому что очень люблю. Хотя я не веган, но это очень вкусно на самом деле. Вот такой. Вот очень много протеина в нем. В общем, 3 штуки, 3 йогурта. Фриш-käse. Это намазывать на вот эти вот хлебцы. Намазывать на хлеб для бутербродов. Фриш-käse. Это как
свежий сыр. Вот такие вот веганские тоже блюда. Я такого никогда не пробовала, но это что-то типа равиоли, наверное, ну какие-то типа по-нашему вареники. Ну то есть какое-то тесто с начинкой, что-то такое веганское тоже. Попробуем. Это тоже веганское мясо, скажем так, веганские сосиски и веганская вот такая колбаска. Я веганские продукты очень люблю, на самом деле. Они содержат много протеина. Я уверена, что там нет никакого мяса. Не в том смысле, что я мясо не ем. Просто я покупаю мясо в исламском магазине. И вот такой вот веганский сыр натертый. Написано для веганской пиццы. Ну, я не знаю, куда мы его используем, но в любом случае спасибо, прекрасно, очень рады, обязательно используем. Вот такой вот салат, тоже абсолютно свежий, там видно вот есть грецкие орехи, они отдельно в пакетиках. Не буду открывать, потому что я повезу это маме. Вот сыр кубиками нарезан, сухарики кубиками, зеленый салат, грецкие орехи, это посыпать. Там соус тоже в пакетике. И на дне здесь вот, я так понимаю, что это рис вареный. Нет, это не рис, это такие вот маленькие макаронные изделия. Я не знаю, как они на немецком языке называются. Это такие вот маленькие макаронные изделия. Это уже все готово. Это вот в офисы я видела, покупают люди, иди на работу с собой. Это веганский тоже. То есть он очень вкусный, очень свежий. И я надеюсь, маме понравится. Молоко 3,5%. Прекрасно. Молоко всегда нужно. И еще вот такой вот красивый медведь. Я очень люблю мягкие игрушки. У меня они есть, я их очень люблю. Конечно, он сначала пойдет купаться в стирку, а потом будет жить со мной. И в конце вот такой вот букет. Здесь лилии, вот какие-то еще цветы, хризантемы, возможно. Вот такой вот шишечка белым. Украшение. Я не буду его сейчас распаковывать, потому что я его тоже повезу к маме. Поэтому он пока будет жить в упаковке. Это то, что мне дали сегодня. Это тафель, это прекрасная помощь тем людям, которые в какой-то период своей времени нуждаются в какой-то помощи. Я очень благодарна за эту помощь. И я уверена, что все благодарны. Надеюсь, что я долго не буду пользоваться этой помощью, что я в ближайшее время сбудутся мои мечты, планы, цели. Я пойду делать аусбильдинг, пойду работать, так как я работала до этого. Огромная благодарность всем, кто участвует в организации и в работе этой благотворительной организации. И огромная благодарность от всего сердца. Друзья мои, я с вами не прощаюсь. Я жду вас снова и снова на своем канале. Готовлю для вас новые видео. Желаю вам весеннего настроения и всего самого наилучшего. Берегите себя и своих близких. До новых встреч. Пока-пока.